Бабу, иди в школу. Я не хочу идти, отец! Я плачу такие большие деньги. А зачем ты платишь деньги? Здравствуйте, дядя! Что за шум, дядя? Он отказывается ходить в школу. Что? Всевышний! А мы же не позволим ему прогуливать. Главное добросить, а там автобус довезет. Почему этот парень вмешивается в дела нашей семьи? Эй, пока не пробил тебя, держи и умолкни. Зачем ты его подбросил? Вы хотите, чтобы он испортился, как мой братец? А на кого он должен походить? На меня! Тогда он совсем испортится. Дядя, у меня моральный урон, гоните 1000 баксов. Запишите на мой счет, я верну, когда поеду в США. Это твой старший сын? Он такой ответственный. Тебе показалось? Это мой рок. О чем вы? Однажды он пришел в мою чайную. Чай на двоих, пожалуйста. На следующий день пришел снова. Чай на 4. Когда пришел на третий день, я сказал ему одно слово. Так он стал членом нашей семьи. И какое это слово? Смотри сам. Как дела, сынок? Что вы сказали? Я назвал тебя сыном. Что случилось, сынок? Мои родители всегда проклинали меня и никогда не спрашивали, как у меня дела. Вы поинтересовались, все ли у меня хорошо. Вы мне, как дядя посланный Богом. Тетя, посланная Богом, брат, посланный Богом. Это чайная, мой храм. Мы теперь с вами крепко повязаны. Я тогда подумал, какой чувствительный, какой сентиментальный парнишка. Позже я понял, что он завладел мной и моей семьей. Если он голодный, моя чайная превращается в столовую. Если он хочет выпить с друзьями, то это бар. Если ему нужны деньги, то это банк. Я не заметил, как вместо 3 настало 4. С тех пор он убивает меня своей любовью. Кто бы ни связался с ним, попадает в его сети. Только Всевышнему под силу внести ясность в эту неразбериху.